Мы на мотосалоне 2017, народу очень много, только 11 утра, а уже от и до вообще. Будем смотреть, что нового. Вон дедушки фоткаются на всяких мотоциклах. Посмотрим вообще, что интересного. Ну и вообще разнообразить автомобильную тему, я думаю, стоит все-таки мотоциклами, поэтому будем рассматривать, что там есть. И вообще, что интересно в мотоциклетном мире. Народу просто не спится. Уже проходим во второй зал, а все равно народу очень дофига. И, ну вот стенд Kawasaki, Ducati. О, новый дьявол. Ну давайте посмотрим на Ducati, вообще, что у них есть интересного и чем они могут нас удивить в этот раз. Собственно, новый дьявол. Собственно, на сами мотоциклы очень сложно залезть, потому что народу много, очень много. Но чем они смогли нас удивить, это монстры обновленные, дьявол обновленный тоже. Собственно, вот он. И, не знаю, литровый монстр — это, конечно, смешно. А дьявол, видимо, они сделали более спортивную версию. Сейчас мы к ней подойдем, попробуем, по крайней мере, подобраться. Кстати, вот Суперспорт. Симпатичная девушка сидит на нем. Суперспорт S стоит почти 400 тысяч крон, что, собственно, выходит около 18 тысяч долларов. Ну, нехилая такая сумма за двухколесное средство. Мы, собственно, пойдем дальше к дьяволу, прямо по стенду, потому что некогда сидеть обходить. Народу очень дофига. Или, цензурно выражаясь, много. Ну, вот он дьявол. То есть вот такая вот машина, называется X-Diavel S, насколько я вижу. X-Diavel S будет стоить 600 тысяч. 600 тысяч. И в нем 156 лошадей. Ну, как обычно, итальянский вес и очень много дури. Следующая интересная картина на стенде Kawasaki. На Kawasaki вообще не протолкнуться. Вот она, вот она, вот она. Откуда вас столько? Но мотоциклы, видимо, у них новых моделей очень много. Честно скажу, то, что особенно не слежу за новыми моделями, но смотрю Vulcan S. Народу очень много. Ну, просто вообще безумно много. Я очень рад, что в Женеве у нас будет журналистский день, где будет меньше намного народу. Ну, вот посмотрите. Собственно, вот сзади меня Versus X 300, 300-кубовый. Народу очень много. Я надеюсь, YouTube меня не возьмет за авторские права, то, что песня сзади играет, но новая модель, видимо, очень интересная. 170 килограмм весит. Ну, собственно, вот он. То есть, очень такой аккуратный эндуро. Вполне себе интересно. Насколько я понимаю, это боевые ниндзя. Вот она стоит, немного замученная, немного потертая, но интересно выглядит. Естественно, на таком болиде будет интересно кататься. Японцы — это, конечно, хорошо, народу много, но пошли дальше смотреть, потому что что-то много. Вот сзади меня можно видеть шлемы, это Момо. Люди, пожалуйста, не одевайте такие шлемы, это не модно и некрасиво. Там вдалеке, сзади меня видна Volkswagen Caravella, который превращается в домик с палаткой на крыше, все дела. Ну, видимо, мотоциклисты любят и такое. Может быть, как-нибудь можно мотоцикл сзади купить. Кстати, вот еще и Mercedes купешка C-класса. Я не знаю, что ей нужно здесь, но, видимо, тоже... это дополнение для автомобиля. А вот сзади меня вон чучело одно
Это Министерство обороны Чешской Республики решило представить своих бойцов на квадроциклах. Кое-как видно, но вот такой вот закамуфлированный боец. Окей, второй холл. Здесь я вижу уже Триумф, BMW. Остальных не вижу, ну пойдем посмотрим. Все-таки в этом холле как-то посвободнее, что ли. Или может места больше, или народа меньше. Ну вот, например, Indian Stand. Сейчас мы попробуем на нем отцентроваться. Традиционные американские крузеры, блестящие. Народ их почти все закрывает. Все равно интересно, наверное. Сейчас подойдем посмотрим. Ну вот, например, дяденька сидит. Огромные, большие мотоциклы. Нам такое не надо. Ну и какое мотоциклетное шоу без красивых девушек и мотоциклов. Видите, светомузыка спонсирована чешской полицией. Ну и вон девушки, собственно. Ну это стенд BMW. BMW наверняка что-нибудь интересное могут показать. Вот, например, их скутер. Не меньше, чем Indian, если честно. А вот это вот довольно интересно. Сейчас покажу. То есть мне интересно, это вообще серийное? Да, R90 Racer называется. Вот он как выглядит. Вполне себе симпатичная машинка. Оппозитник стоит традиционный BMW-шный, торчат цилиндры. Ну, не знаю. Конечно, красиво полированный, все дела. Ну, довольно оригинально для BMW. Трапился и на этот рейсер. Вот он. Ну, довольно удобная посадка, я бы сказал, но все равно надо будет наклоняться. То есть здесь именно вот такой акцент на классику, классическая спортивная позиция. Ну, прикольно ощущается. Интересная машина. Сзади меня стоит новый S1000R. Цена у него 415 тысяч крон, следовательно, тоже около 18 тысяч долларов. Но другой интересный момент заключается в том, что там стоит такая интересная табличка на руле. И в ней написано то, что расход бензина 0 литров, разгон 0 секунд, то есть вообще идеальный мотоцикл. Берем. С этой музыкой будет интересно еще послушать, как у нас выйдет звук, но мы потихоньку вот идем на стенд Харли Дэвидсона. В этот раз Харли Дэвидсон намного больше стал, то есть вот он. Стенд уже намного серьезнее, больше. На меня все смотрят как дикий, но интересно. Много кастомов, как обычно, у Харлея. Я уже вижу вот один интересный. Сейчас мы попробуем к нему подойти. Вот он. Очень даже интересно сделано. Ну, как обычно, харлеевский стиль намного интереснее, чем всякие индианы и все остальное. Лично мое мнение, но извините. А, собственно, вот еще один интересный экземпляр. Мотоцикл в мешке называется. Дедушка упаковал твой мотоцикл. Но, в принципе, дизайн интересный, только будет также интересно посмотреть вообще, что с ним выйдет после первого дождя. Вот. Очень даже необычно сделано. Я смотрю, что это тот же самый мешковина, она протянута даже внутри цепи и всего остального. На чем я сижу правильно? На Харлее. Вот он. Я не вижу. Softail Slim. Максимальная скорость по спидометру 220, довольно такая интересная махина, огроменная, еще и посадка как на стуле. Ух. Ну, все-таки Харлей, он и в Африке Харлей, как говорится. В отдельном загоне вон стоят даркастомы, так называемые. Все мотоциклы вроде номинированы на что-то. Ну, очень интересно выглядит. Можно пройтись, в принципе, и посмотреть. Вот он бордовый. Вот этот белый довольно-таки неплохо выглядит. Дальше идет... Что это у нас? Lowrider S. Lowrider обычный. И Roadster. Вот он. Вот Roadster выглядит очень отлично. Вообще просто ух. Ну и еще один интересный мотоцикл, это Iron 883. Сейчас мы попробуем к нему подойти. Вот.
Довольно-таки интересная машина. Сейчас мы попробуем на нее сесть один мужичева. — 2,1 метр в длину. Мотоцикл. Идет стенд Нортон, вот он, собственно говоря. Здесь уже народу поменьше, они были объединены с Мотоморини, как я вижу. Но Мотоморини выглядит довольно-таки интересно. Вот они. Собственно, что у нас здесь есть интересного? Раз у нас здесь народу мало, подойдем почитаем. Гран Пассо. Гран Пассо стоит 530 тысяч крон. Вот этот вот мотоцикл. 530 тысяч крон. Нужно ли что-то дальше говорить? Вот сзади меня стоит один из номинантов на премию Naked мотоциклов. Это так называемый доминатор от Нортона. И цена у него очень интересная. Я не буду стоять даже перед ним, потому что цена у него 770 тысяч крон, что равнозначно цене Subaru BRZ или Toyota GT86. Что здесь как бы даже не стоит задавать вопрос, чтобы вы выбрали. Тихо, нету народу, ну, меньше сравнительно народу, и почти не играет музыка, следовательно, мы где? Мы на стенде Suzuki. Suzuki, где у них представлено все до кучи, скутеры и все прочее. Скутеры, конечно, нас не будут интересовать. Народу было меньше, а вот теперь посмотрим, что творится сзади, где джиксеры стоят. Ну и вот Hayabusa, собственно, синяя, красивая, длинная. Что еще сказать? Ну, джиксеры, вот здесь их целая куча. И вот я вижу как раз 750-кубовый, который может разгоняться до 225 км в час. И у него цена 230 тысяч крон, что довольно-таки интересно. Вот на него забирается один человек. Хотя выглядит, конечно, дизайн не очень прямо вообще. Вот еще один джиксер. И вон их целая куча там дальше. Сейчас посмотрим. Вот. Потом вот. Ну, у Suzuki вот такой вот очень интересный модельный ряд, потому что сочетается все, что вообще любые жанры. То есть и нейкты, и спортбайки, и крузеры, и все-все-все. То есть здесь им плюс. Несколько боевых Honda отделили вот отдельный загон. Это реальные, скажем так, гоночные мотоциклы. Вы можете видеть, что они несут следы боевых сражений. Ну и сами по себе смотрятся довольно-таки внушительно. Ценников нет. Стенд Honda, как всегда, оформлен в таком светлом стиле. Вон там даже девушки сидят, их все фоткают. Ну, что было и в прошлом, и позапрошлом году. Молодцы, подготавливаются серьезно, как бы отгорожен очень крупный стенд. В принципе, сейчас вот развернусь, и вот он виден весь. Довольно-таки внушительные размеры стенда, много места, и народу тоже довольно-таки достаточно. Вот их модель. Одна из интересных — это Africa Twin. Я не знаю, если ее будет видно, вот, в принципе, видно. Сам по себе мотоцикл довольно внушительный, и 1,2 литра на нем. Ну, не крузер, а вполне себе кроссовый мотоцикл, который комфортен и в дальних поездках. Чем не конкурент мотоцикла от Bike. Когда я там толкался с Africa Twin, вот они, собственно, стоят в отдельном стенде. Ну и с экипировкой, которая им подходит. Вполне себе интересный мотоцикл. Стоит внимания. Так, потихоньку мы добрались до стенда КТМ, вон он виден.
они уже не производят этот спортивный безбашенный байк, но есть обновление в Супер Дьюке, вообще в Дьюках серии. И одна из главных фич здесь заключается в том, что у них полностью вся приборка стала электронной. Ну, можно будет мультики смотреть, когда катаешься на мотоцикле. Этот одноцилиндровый ужас меня вообще всегда забавлял, потому что вот посмотрим на его дизайн. Это дизайнеры явно вначале начали по привычке Дьюка рисовать, а потом решили сделать спортивный. Ну и не говоря о том, что там 300 кубов на одном цилиндре, это очень смешно. Ну, а следующий у нас здесь более ближе к четырехколесной теме, вот он. Канамовский Maverick X3, который будет стоить около 800 тысяч крон, что, опять же, аналогично цене Subaru BRZ. Ну просто посмотрите на вот это. Это вообще... Как будто из игры Halo выехала и начинает здесь орудовать. Ну, очень-очень-очень шикарная машинка. Сейчас я попробую ее даже показать. Вот она. Естественно, открытая всем ветрам. Ну, блин, смотрится очень шикарно. Фоксовые амортизаторы сзади. Что довольно-таки серьезно. Ну и вообще, вот сейчас я зайду с ней рядом, и она практически на моем уровне. Ну и очень серьезные колеса. Не знаю, если в мире квадриков есть у Lamborghini, то это явно вот мы его только что и посмотрели, потому что салон это практически на уровне Huracan. Ну, по дизайну, по всем вот этим замыслам маленьких небольших штучек вообще смотрится просто необычно и шикарно. Но в итоге получилась вот такая интересная выставка, надеюсь, вам понравится, и еще также опубликуем фотки. Так что оставайтесь с нами, ставьте лайк и подписывайтесь. Пока!